Соединенные Штаты намерены перебросить сотни единиц оборудования и транспорта со своих баз в Германии на полигоны в Армении. Перевозка будет осуществляться через Грузию. Американская сторона летом 2025 года перебросит из Германии в Армению военную технику с целью проведения возможных военных учений. По данным портала госзакупок США, Командование материально-технического обеспечения армии Соединенных Штатов планирует осуществить перевозку оборудования с военной базы в немецком Дюльмине на базу ЗАР в Армении. Переброска запланирована на 16 июля. Ожидается, что она продлится до 7 августа. Возвращение в Германию, как говорится в тендере на оказание услуг по транспортировке, намечено на период с 21 августа по 20 сентября 2025 года. Контракт также предусматривает перевозку оборудования с Армавирского учебного полигона в Армении в Порт-Пати в Грузии. Всего планируется перевести 151 единицу оборудования, включая транспорт, генераторы и специализированные контейнеры. В рамках контракта в Армению также перебросят 8 машин скорой помощи. Но в тендере есть обязательное условие. Оборудование нельзя перевозить через Россию, Турцию или Азербайджан из-за трудностей с дипломатическими разрешениями. В Дюльмине, откуда планируется перебрасывать технику, базируется подразделение 405-й армейской бригады полевой поддержки США. Эта бригада является основным логистическим оператором американских войск в Европе и Африке, обеспечивая поддержку сети арсеналов и баз хранения в таких странах, как Германия, Польша, Италия, Нидерланды, Бельгия и других. В разделе государственных закупок правительства США опубликован запрос информации Sources Sought от Минобороны США о заинтересованности подрядчиков в предоставлении логистических и сервисных услуг на территории Армении и Грузии. Согласно документу, речь идет об обеспечении следующих работ. Предоставление оборудования для мойки техники и дезинфекции площадок в Армавирской области Армении. Организация транспортировки грузов из Армении в Порт-Поти, Грузия, с последующей погрузкой и разгрузкой. Доставка специализированной техники из Германии на территорию Армении и обратно с соблюдением санитарных норм. Сроки исполнения работ варьируются с июля по сентябрь 2025 года. В этом же документе упоминается и о переброске 151 единицы техники с Армавирского военного полигона в грузинский порт Поти после завершения учений. Совместные военные учения не являются чем-то новым в рамках военного сотрудничества Армении и США. В сентябре 2023 года и июле 2024 года в Армении прошли совместные военные учения Eagle Partner, в которых приняли участие сотни военнослужащих обеих стран, а также использовалась американская военная техника, включая бронетранспортеры и боевые машины пехоты. 14 января 2025 года в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве между Арменией и США, которая еще больше укрепляет военное сотрудничество между двумя странами. В хартии говорится, что Армения и США намерены расширить сферу своих программ сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе путем начала двусторонних консультаций по вопросам обороны в течение следующего года, а также посредством профессиональной военной подготовки. В декабре 2024 года министр обороны США Ллойд Остин принял в Пентагоне министра обороны Армении Сурена Папикяна. В ходе встречи Остин отметил, что за последние 2 года США предоставили Армении бронированные машины скорой помощи, Центр операций по кибербезопасности и Национальный учебный центр, и подчеркнул, что США планируют сохранить темпы достигнутого прогресса. В опубликованном документе четко не указано, с какой целью будет переброшена техника в Армению. Однако двухнедельный срок позволяет предположить, что это, скорее всего, связано с военными учениями. Министерство обороны Армении и посольство США пока не прокомментировали информацию о переброске техники и возможных военных учениях. В ответ на вопрос Арменпресс Пентагон заявил следующее. Соединенные Штаты высоко ценят свои отношения с Арменией.
Министерство обороны не комментирует перемещение военной техники по соображениям оперативной безопасности. Таким образом, американская сторона отказалась комментировать переброску военной техники в Армению, ссылаясь на соображения безопасности. Здесь можно выделить два ключевых момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, такой шаг имеет стратегическое значение, поэтому Пентагон решил не раскрывать подробности заранее. Тем более, что всем ясно, это обязательно вызовет реакцию со стороны России, Ирана и Азербайджана. Сначала через дипломатические каналы, а затем, возможно, и публично. Есть хорошая фраза, которая отлично объясняет эту ситуацию. Если информация до вас дошла, значит, она кому-то выгодна. В первую очередь, это выгодно США, ведь информация о тендере публичная и размещена на официальном сайте. А сам отказ от комментариев фактически демонстрирует, что США тестируют реакцию стран региона перед более серьезными шагами. Таким образом, США, нащупывая нервы вышеупомянутых стран, ведет свою политику на Южном Кавказе. Как бы то ни было, все эти дипломатические связи Армении и США дали свои плоды. Сам факт подписания документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США уже имеет значительный вес. И все это при том, что многие так называемые эксперты утверждали, что после прихода Трампа ничего не будет соблюдаться, и более того, Трамп якобы разорвет этот документ. И это говорили люди, которые, делая умное лицо, называли себя политическими экспертами. Нужно понять одно. США – это страна, где не только президент имеет вес, но и целый аппарат, а также функционируют институты. К тому же Пашинян сам признался, что эта хартия о стратегическом партнерстве была подписана с демократами после того, как ее поддержку уже одобрили победившие на выборах республиканцы, то есть команда Трампа. Здесь также нужно понять очень важный момент, который я часто подчеркиваю в своих видео. Ключевую роль играет Грузия как союзник Армении. Дело в том, что все поставки вооружений западных стран, в том числе из США, проходят через Грузию. Грузия – это очень важная страна для Армении как в стратегическом, так и в ментальном и духовном плане. Во-первых, Армения и Грузия по менталитету очень похожи. У нас даже буквы написал один и тот же человек. Вера одинаковая, и, как мы знаем, новая администрация Трампа делает большой акцент на христианские народы и страны. Во всех авторитетных западных изданиях Грузию и Армению всегда представляют отдельно от других, но при этом взаимосвязаны друг с другом как союзников Запада. Большие и сильные страны, такие как, например, США, видят и понимают, какие союзы можно заключать в регионе и какие страны более всего близки друг к другу, чтобы находить ключи для взаимосвязи. В нашем регионе, помимо интересов, у стран должно быть что-то общее. Как бы там ни было, мы не западные страны, чтобы торговать исключительно по интересам, хотя, как я помню, США всегда взаимодействовали с теми странами, которых считали себе ближе. Если бы не такие страны, как США и Франция, то вряд ли Грузия согласилась бы, чтобы через ее территорию проходили поставки вооружений для Армении. А как мы помним, французское вооружение для Армении проходило и продолжает проходить через Грузию, а теперь и уже оружие из США. Но до этого, например, в 2020 году, во время войны в Нагорном Карабахе, Россия якобы не могла отправлять вооружение для Армении через территорию Грузии. Из всего этого Армении нужно сделать выводы и не повторять те ошибки, которые были допущены во время так называемого союза между Арменией и Россией, который я считаю неудачным союзом, я бы даже сказал, недосоюзом. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и мощные новости мира и нашего региона.